Всем доброго утра. Хочу вам рассказать историю, которую мне рассказал один старый человек. Его уже нет в живых. Давно уже нет в живых. Когда-то я находилась на раскопках в Тверской области. Во времена Екатерины Великой Тверская губерния называлась. Вот история с тех времен. Дед Василий поведал мне интересную историю своего прапрадеда, который жил во времена государыни императрицы Екатерины II. Жил в той же Тверской губернии. Обычный крестьянин, занимался иногда торговлей, был мастер по гончарному делу и на своей телеге часто разъезжал по области, по губернии тогда. Иногда заезжал и в соседнюю губернию во времена ярмарок, больших базаров и возил свою продукцию на продажу. И часто возвращался поздно. Звали этого человека Иван Дорофеевич. Фамилию, к сожалению, не помню. Примерно, по-моему, Куткины, если не ошибаюсь. Так вот, и часто бывало, что пока доезжал до своего села, уже было затемно. И однажды проезжала я мимо дороги, которая была ему очень знакома. Он очень сильно удивился, увидев большой добротный дом. Перед этим домом стояла красивая женщина. Сказочно красивая женщина, цыганка. Она помахала ему рукой, он остановился. Она подошла и спросила, мол, что ж ты, путник, в такое время делаешь на этой дороге? Чай не боишься? Тут и медведи, и волки ходят. И он ответил вопросом на вопрос. Мол, это ты сначала скажи мне, откуда этот дом тут появился? Отродясь, тут не было дома, сколько я тут не проезжал. И она говорит, мол, как не было? Это просто ты был невнимателен. Видать, ты по той дороге ехал, а дороги у нас очень похожие. Мы здесь, говорит, уже давно живем. Отец мой дом построил. Кстати, он у нас цыганский барон. И громко посмеялась. Ну что, говорит, ты устал, и кони твои устали. Может быть, зайдешь, поешь чего-нибудь, попьешь. Как раз моих дома нет. Они под утро приедут. Ну, невзирая на то, что Иван Дорофеевич был женат, и у него уже были малолетние дети, ну, молодость, не устоял перед такой красивой женщиной. Спустился, зашел во двор, потом в дом. И они сидели, она угощала его разными явствами, наливала вино. Он опьянел. Одним словом, произошло у них дело молодое. Остался он на ночь у нее. Ранним утром цыганка его разбудила и попросила уйти, потому что родные вот-вот приедут. А у меня 4 брата, сказала она, и отец строгий. Не хотелось бы мне, чтобы они тебя здесь застукали. Так что вставай, Ванечка, и езжай с добром. Но он, естественно, был околдован, очарован этой красотой и захотел еще раз ее увидеть. Она была не против, но попросила обязательно приехать только затемно. Мол, вся моя родня работает, я по хозяйству, они уезжают, продают разное всякое и приезжают
под утро. Так что ты уж только затемно приезжай сюда. И вот он зачастил. Зачастил к новой своей любовнице, точнее, к своей любовнице. Он был ею очарован. Каждый день, обманывая дома родню, затемно уходил, под утро приходил. Единственная странность, которая была у этой цыганки, это то, что она все время просила его приезжать только затемно и уходить только очень рано, до первых петухов. Больше ничего такого он за ней не замечал. Она была очень любезна, очень страстная, и он был безмерно счастлив. Вот только мать начала замечать, что сын начал бледнеть, худеть, что дома ругался с женой, что не хотел ничего делать, сил не было на весь день. Он приезжал под утро, ложился спать, набирался сил и затемно уходил. Денег домой не приносил. На вопросы, где он бывает по ночам, неохотно отвечал, что едет на подработку. Жена плакала, причитала, что его кто-то приворожил, она это чувствует. Но свекровь не хотела в это верить. И все же это продлилось несколько месяцев. И Иван решил, что хочет развестись, бросить жену, тогда развода и понятия не было, бросить свою жену вместе с детьми и переехать к той самой любимой, которую, кстати, звали Аза. И первый человек, которому он в этом признался, это была мать. Он рассказал матери как на духу, сказал, что не может без нее жить, и никто ему не запретит быть со своей любимой, и что родня, даже если встанет горой, все равно он пойдет к ней жить, возьмет ее в жены. И мать задумалась над тем, что же за таинственная цыганка, которая живет недалеко от села. Потому что никогда слыхом не слыхивала о такой цыганской семье. И как только сын ушел к ней, она собралась и пошла к местной бабушке. Бабушка с ней поговорила и сказала, что давно ее ждет, что сына твоего погубят, и влюбился он в мертвячку. И тогда женщина, конечно, пришла в ужас, начала просить, умолять спасти сына. 200 лет назад, говорит бабка, здесь жили цыгане. У них на том месте действительно был дом. Потом этот дом сожгли местные. Так вот, в эту цыганку влюбился мужик и зачастил к ней. Когда братья об этом узнали, они убили ее. Но отец очень скорбел по дочери и не позволил похоронить ее на общем кладбище. Похоронили ее рядом с домом. Отец даже построил склеп в память о ней. И через некоторое время сам ушел следом за ней. Говорят, что это место было проклятое, что там телеги переворачивались, лошади сходили с ума. Люди боялись этой местности. В конце концов, кто-то из местных поджег этот дом. Уже много веков прошло, все это сравнялось с землей, но там вдалеке есть склеп. Склеп этот за деревьями, мало кто знает и замечал, а дома никакого цыганского там уже давно нет. «А кому же идет мой сын?» – спросила мать. «Вот к ней и идет к Азе. Ей, видимо, нужна сила молодого мужчины, чтобы продержаться в этом мире. Не может ее душа найти упокой», — сказала бабка. «Она заманила твоего сына, твой сын постепенно начнет худеть, болеть и в конце концов умрет. И поэтому надо его спасти». Мать, конечно же, рассказала сыну обо всем.
Он смеялся, не желал даже слушать ее. Она сказала: хорошо, раз ты любишь ее, хочу с ней познакомиться, отвези меня к ней. И вот как наступили сумерки, мать с сыном сели в телегу и поехали к Азе в гости. Но перед этим мать взяла у этой бабки заговоренную воду и забрала с собой в какой-то емкости. Вот они подошли, сели за стол, стали разговаривать. Аза начала угощать их, улыбаться им. И тут мать открывает, значит, эту емкость с водой и льет прямо на нее. Стоял ужасный крик перед глазами Ивана и его матери. Аза превратилась в нечто чудовищное, страшное и растворилась в воздухе. И тут же они оказались посреди поля. И стол, который был перед ними, превратился в какую-то кучу нечистот. Все померкло вокруг. И тогда она схватила сына за руки, потащила за деревья и показала склеп. Склеп той самой умершей Азы. Сын долго не хотел в это все верить, после этого заболел и чуть не умер. Но опять же с помощью той самой бабки его вернули к жизни. И с тех пор все местные жители стараются обходить это место. Говорят, что еще много кто видел ее, которая машет рукой, призывая к себе. Это село находилось, ну вот я была там, в Удомельской области Тверской, Удомельского района Тверской области. Может быть, кто-нибудь слышал эту историю. И дед как-то поведал нам эту историю, мне и еще одной девушке. Мы собирали там различные поверья, рассказы, сказки. Это было такое увлечение одно время. И разговаривали со многими стариками. И вот этот дед Василий мне очень запомнился, и эта история в том числе. Но поскольку я постепенно как бы снимаю, рассказываю, вот приходит мне на ум и на память все эти пройденные этапы в жизни. На днях хотела снять, но потом, думаю, сначала предсказание сниму, потом сниму эту историю. Это для молодых мужчин, ну и девушек в том числе. Если в каких-нибудь потаенных местах, если посреди ночи, ночной дороги вдруг вот место, которое вам было знакомо, и много раз ездили мимо этой дороги, и вы 100% знаете, что там не было ни дома, ни чего-то еще, никогда не заманивайтесь на приглашение, не соглашайтесь каких-то таинственных, необычных людей. Они могут быть очень притягательны, очень привлекательны, очень красивые, очень интересные личности. Но на самом деле это могут быть не настоящие люди. Мы как-то ехали с дядей по дороге. Я не помню, сколько мне, наверное, 5-6 лет. Ну, может, чуть больше. И посреди дороги, ночная дорога, едем из Тбилиси, ночная дорога проходит через лес. Там нету очень далеко селения. Проходит мужчина и женщина в обнимку так. Знаете, как влюбленные разговаривают, как общаются, видно, что они говорят и идут. И я говорю ему: странно. Я говорю: посреди ночи, что они делают, эти люди здесь? Почему они здесь ходят? Они как гуляли. И он сказал: а это не люди. Я говорю: а кто это? Это мертвые. Я, конечно, испугалась, будучи ребенком. Да и сейчас бы испугалась, мне кажется. Я говорю: как это мертвые там ходят? И вот мы едем, и он говорит, вот перед ними, то есть перед нами они идут еще далеко, мы еще подъезжаем к ним. И он говорит: это не люди, это мертвые. И у меня было жуткое ощущение, что они сейчас повернутся, на нас посмотрят. Но они не повернулись, они шли своей дорогой. И пока мы подъезжали к ним, и он сказал, что это мертвые, я говорю: как мертвые могут ходить? И он мне говорит: а вот сейчас мы проедем, ты оглянись, посмотри, повернись и посмотри, их не будет.
И мы проехали, я оглянулась, чтобы увидеть их. Их действительно не было. Просто в древние времена, ну и не очень, скажем, далекие от нас времена, люди относились к этому очень спокойно. Понимали, что это реальность, это существует. Мы поднялись на космос, мы спустились в самое дно океана, и мы считаем себя королями мироздания. Но даже тот самый профессор, у которого дома селятся сущности и не дают жития его семье, обращается к той самой бабушке, может, полуграмотной, для того, чтобы та помогла, убрала его из его дома и спасла его семью. Как бы мы ни стали венцом творения, какие бы мы суперкрутые, продвинутые цивилизации не становились, всегда помните, что мир духов, он нам не будет подчиняться, он будет жить по своим законам. Это существует, это никуда не исчезает. Невзирая на развитие технологий, на все остальное. Наоборот, чем больше развиваются технологии, чем больше мы имеем возможность через этот белый шум их услышать, и чем больше мы как бы понимаем, как это все работает, тем больше возможностей через эту технику выйти на связь с ними. Вы хотите проверить, дома есть у вас сущность или нет? Только потом не пугайтесь. Оставьте включенную камеру, желательно вечером, ночью, куда-нибудь идете на пару часов. Оставьте камеру, пусть снимает, сколько есть там у него возможности снимать. Вернетесь, включите, и вы услышите такие звуки и такие движения в доме, что придете в ужас. Даже самые скептические люди рано или поздно сталкиваются с миром духов, и им приходится в это верить и понимать, что они бессильны перед этими силами. И над ними даже не власть, а с ними договариваться может только тот человек, который их знает, который с ними контактировал, работал, то есть так работал. Вот. Это тоже работа, между прочим, магия. Я надеюсь, что эта история станет поучительной. И уверена, что у многих в жизни бывали ситуации, когда человек из ниоткуда появлялся, а потом исчезал в никуда, и не могли понять, куда же он делся. Ну, например, вы идете по дороге, идет навстречу человек, и вдруг он как бы отошел чуть-чуть в сторону леса, там, деревьев, и как бы слился с деревом. Но он не мог никуда убегать оттуда, да и открытое пространство рядом, как бы вы это заметили бы. Но он куда-то исчез. Человек ли это был? Вот в чем вопрос. Будьте очень осторожны в дорогах, водители. Не останавливайтесь и не подбирайте людей по доброте душевной. Потому что иногда бывает, что да, ну вот случилось что-то, какая-то беда. Это может быть замануха, это могут быть дорожные вот эти бандиты, которые так и делают. Женщину с куклой выставляют вперед, стоит с ребенком, голосует. Не останавливайтесь ночью. Позвоните в полицию, позвоните в эти службы, скажите, что там что-то случилось, что там авария произошла. Ну, пускай там это будет ложь во благо. По крайней мере, они приедут сразу же. Что там случилась какая-то авария, что-то вам показалось. Вас никто за это не накажет. Вот люди, что-то, потасовка, кого-то бьют. Ну, разошлись они, пока вы приехали. И если это действительно человек, нуждающийся в помощи, ну, приедут, подберут. Конечно, можно там рискнуть, подобрать, если вы не одни, если вас несколько человек. Можете остановить эту женщину, забрать, но хочу вам сказать, что так иногда они сообща работают и с ДПСниками. Они там этот порошок оставляют у вас в машине, а потом через сотни метров те останавливают и находят у вас это, понимаете? Вот чего только не бывает. Поэтому ночь – это время все-таки темных сил. Ночью поэтому люди не путешествовали, ночью никакие дела важные не предпринимались. Ночью всегда нужно было оставаться в том привычном месте, в той среде, которая вас защищает, то есть ваш дом или гостиница, или где угодно, рядом со многими людьми, не в одиночку. Потому что в ночной тьме творится все, что угодно, одним словом. От колдовства и до более страшных вещей. Желаю вам удачи и надеюсь, что эта история, может быть, поможет многим
понять, что они видели, объяснить себе, по крайней мере. Очень часто в нашей жизни самая большая проблема – это объяснить себе, что я видела, что у меня случилось, почему у меня это произошло и так далее. Ясность мысли, она очень важна в нашем мире. Всем удачи!